Здравствуйте, дорогие друзья! Как мы вам и обещали, мы записали для вас видео по причинам кашля. И сегодня Наталья Васильевна в программе «Школы твоего тела» расскажет нам и о причинах, и о профилактике, потому что здесь возможностей больше, чем в прямом эфире, и мы для вас даже подготовили слайды, чтобы вам было удобно, наглядно это просмотреть и даже записать. Ну что, Наталья Васильевна, приветствую вас, начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Конечно же, начинаем. И начинаем мы говорить о нашем дыхании. Задумайтесь, пожалуйста, правильно ли вы дышите? Попробуйте подышать и определите, какое у вас дыхание. Поверхностное, глубокое. Чем вы дышите, грудью или животом, диафрагмой? Для того, чтобы правильно дышать, тоже нужно научиться, тоже надо уметь. Мудрые люди говорят о том, если вы лучше дышите, значит, вы лучше живете. А почему? Потому что, во-первых, когда у вас хорошее дыхание, вы снимаете эмоциональное напряжение, у вас замечательное настроение, у вас питание кислородное мозга и всех ваших тканей превосходное, поэтому начинаем. Попробуйте сейчас закрыть глаза и определить, какое же у вас дыхание. Осознайте тот факт, что вы дышите. Сконцентрируйтесь. Ваше дыхание быстрое, глубокое или не глубокое. Измените манеру дыхания. Продолжайте контролировать себя. Дышите диафрагмой. Легкие наполняются кислородом полностью. Дышите ровно. 1, 2, 3, 4, 5. Это вдох. Выдох. 6, 7, 8, 9, 10. И задержите дыхание. И так несколько циклов. Ваше дыхание должно быть спокойным, ровным. Если вдруг вы начинаете задыхаться от переизбытка кислорода, возьмите бумажный пакетик и подышите в него, вдыхая СО2, то есть углекислый газ. У вас включится определенная система, определенная защита, и вы будете дышать, ваше дыхание будет ровным, хорошим. Во-первых, такое дыхание практикуйте вечером очень хорошо, это успокаивает вашу нервную систему и гарантирует вам хороший глубокий сон, снимает стрессы, повышает ваш жизненный тонус, и вы будете улыбаться на следующий день хорошо, потому что ваш организм получит ту порцию кислорода, которая нужна будет. Это мы говорили о дыхании, о том, как научиться помогать своему организму в нашей экологии, в нашей запыленности, в нашем вот таком мегаполисе, в котором мы с вами живем, Кривой Рог. Я вам рекомендую такое дыхание проводить каждый день по возможности. А следующее задание, которое для вас очень будет интересным и важным, это скажите, пожалуйста, сами себе, какое у вас дыхание? Хриплое, не хриплое, сиплое, не сиплое, с одышкой, не с одышкой. Это очень важно на самом деле. Ничто ли вам не мешает дышать? И, конечно же, мы говорим о том, что чаще всего органы дыхания у нас вызывают беспокойство, когда мы кашляем. Нам срочно надо подавить этот симптом, потому что нам срочно нужно куда-то идти, куда-то бежать, поэтому дайте, пожалуйста, таблетки от кашля. Но я вам так скажу, не весь кашель действительно связан с бронхолегочной системой. А тут, что связано, мы сейчас с вами поговорим. Прежде всего, мы поговорим о причинах кашля, которые возникают по вине так называемых сезонных наших ОРЗ, ОРВИ, гриппа.
Чаще всего, когда микроорганизмы, вирусы внедряются в слизистую носа, начинается сухость, чуть-чуть там может быть где-то даже жжение. И когда уже устремляются лейкоциты, слизистая разбухает, выделяется секрет, который потихонечку стекает к глотке, носоглотку. Это, конечно, вызывает раздражение, и наша центральная система, центр управления кашлем, находится в продолговатом мозге, начинает вызывать у нас кашлевой эффект. То есть желание избавиться от щекочущих, стекающих масс. Ну, все явления прекрасно знают в носу, когда у нас нос плачет, мы говорим ринит. Поэтому с ринитом бороться-то не особо вам нужно. В каком плане? То есть все, что пытается смыть наша лимфосистема, то есть гонит воду со всех наших уголочков нашего организма, она гонит туда, там, где мощное кровообращение к нашему носу, для того, чтобы выгнать этот вирус, выгнать эти бактерии, которые там поселились, вместе с этой слизью. Поэтому не совсем правильно подавлять насморк. А желательно бы побольше добавить слабощелочной воды, чтобы прогнать побыстрее этой водой данные микроорганизмы, эти вирусы. Но если мы с вами поступаем немножко неправильно, не употребляем слабощелочную воду и теплое питье, вот, пытаемся сосудосужащими какими-то препаратами пользоваться, естественно, опускается дальше процесс, и мы уже наблюдаем фарингит, ринофарингит, где локализация уже происходит в носоглотке. И тогда, помимо отделяемого из носа, к процессу присоединяется тот секрет, который продуцирует слизистой глотки. И он скапливается там и, естественно, вызывает кашлевой эффект. Ларингит и ларинготрахеит – это процессы, когда уже включены гортань и трахея. И тогда кашель достаточно долго сухой. И помимо этого осиплость. Мы слышим полное даже иногда отсутствие голоса. Что мы тогда делаем? Конечно, мы пытаемся полоскать горло, пытаемся что-то делать в этом плане, но очень хорошо в этом случае помогает, опять же, слабощелочная вода, Coral Mine, ферменты очень хорошо помогают, ассимилятор, корень солодки прекрасно помогает. Ну и дальше программу я вам дам. И вот когда у нас вирусные агенты опускаются еще ниже, мы слышим очень гулкий, ну очень самый такой сильный кашель, это трахеит. Так вот, трахеит уже характеризуется даже болью иногда в груди. И бывает, сопровождается стенозом гортани, это жизнеугрожающее такое состояние, особенно у маленьких детей. Следующее заболевание бронхолегочного дерева бронхит, ну, пневмония мы с вами знаем. Это уже идет как осложнение. Вторая подгруппа, вот на втором месте стоит бактериальные инфекции, которые, в принципе, поражают те же отделы, но мокрота будет отделяемая зеленого, желтого цвета. То есть это будут бактерии, да, мертвые бактерии. Ну и мы с вами знаем, сейчас есть наряду с другими инфекциями очень серьезная такая инфекция, которая носит название туберкулез. Так вот, кашель там, прокашливание сухое, иногда вот ну, просто даже покашливание, можно так сказать. И уже только когда идет распад легких, кашель переходит во влажный, иногда с отделением прожилками крови. И вот когда говорят коклюш, вот здесь дыхательная система совершенно ни при чем. Здесь вовлекается нервная система, центральная нервная система.
Этот патологический процесс поражает именно нервную систему. Кашель мучительный, спастический. На вдохе даже бывает остановка дыхания. Особенно опасно детям до 2 лет. Кашель может вызываться и при бронхиальной астме, когда сужаются просветы бронхов, когда очень серьезно закупоривается слизью, сгустками слизи. Вот. И тогда, естественно, нужна тоже помощь неотложная, быстрая при таких спазмах. Кашель там влажный, мокрота может быть очень вязкая, поэтому ассимилятор обязательно, у кого есть бронхиальная астма, он должен у вас быть. Микрогидрин до 6-8 капсул для именно разжижения, для ощелочения быстрого вам это необходимо. Хроническая обструктивная болезнь легких также вызывает кашель, и эта болезнь на всю жизнь, как говорится, не только у курильщиков, не только у людей, которые работающие во вредных производствах очень часто, у шахтеров, говорят еще, да, такая болезнь есть, хроническая обструктивная болезнь легких, а людей, которые проживают вот именно в экологически неблагоприятных таких условиях, мегаполисах. И немногие знают о том, что кашель могут вызывать не только инородные тела, которые попадают чаще детям в дыхательные пути, и мамы должны обращать на это внимание, но и самое интересное, что бывает еще онкозаболевания, опухолевидные процессы не только в самих бронхах и легких, а за их пределами, и опухоль сдавливает легкие, мешает дыханию и вызывает кашель. И если мы говорим о том, что эти причины связаны все-таки с бронхолегочной системой, то существуют и еще причины кашля. Поэтому таблетки от кашля вам как бы не очень бы и нужны были бы в этом случае. Почему? Потому что если у вас есть проблема с желудочно-кишечным трактом, а именно гастроэзофагиальный рефлюкс, когда сфинктер недоразвит, либо он поврежден, либо там происходят какие-то изменения, идет заброс в глотку, пищевод, идет заброс кислоты, идет заброс содержимого, и, естественно, вы получаете кашлевой такой вот эффект. Что может быть еще связано, какие дополнительные симптомы будут у вас при гастроэзофагиальном рефлюксе? Это изжога вы можете наблюдать, ощущение кислоты во рту, отрыжка, сфинктер плохо работает. В таком случае вам не таблетки от кашля нужны, не лечение бронхолегочного дерева, да, а именно обратиться к гастроэнтерологу. Второй причиной, которой может быть кашель вызван, это заболевание сердечно-сосудистой системы. Это когда идет сердечно-сосудистая недостаточность, когда легкие переполняются кровью, застаиваются они при пороках, кровь застаивается. Когда бывает отек легких, тогда кашель сухой с болью в груди. И дополнительные симптомы, которые могут быть, это учащенное сердцебиение, это потливость, это отеки ног. Ну и при физических нагрузках тоже бывает очень большой кашель таких людей, потому что задержка крови происходит. В таких случаях вам нужно обращаться к кардиологу. Ну и еще одна из причин – это серная пробка в ухе. И в ухе есть тоже рецепторы кашлевые. И побочные такие явления, которые вы можете наблюдать, это слышит в ухе отзвук собственного голоса, если пробка может быть даже в 2 ушах сразу, шум или звон в ушах, иногда подташнивание, особенно после ванной ваша серная пробка может размягчиться и мешать вот вам и вызывать кашель.
Но бывает и такая симптоматика, которая совершенно не связана ни с какими заболеваниями, а именно кашель присутствует. То есть это нарушение по вегетативной нервной системе. Здесь помощь биологически активных добавок, ну, как раз будет кстати. Это и грифония, это витамин В, это очень серьезная ивнинг формула, замечательная. То есть помочь в данном случае нужно. Почему? Потому что человек не может, когда нервничает, начинается кашель, гневается кашель, радуется кашель. Это бывает чаще всего у мнительных людей, у темпераментных людей. Ну и очень серьезный вопрос, который вызывает беспокойство у мам, причину как бы ставит врач, это частые, допустим, бронхиты, ОРЗ, а на самом деле это могут быть миграция аскарид через легкие, через бронхи и дальнейшее заглатывание этой мокроты, то есть кашель, вызванный гельминтами. И вот когда мы говорим о гельминтах, противопаразитарные программы, которые существуют натуральные для детей, совершенно безвредные, совершенно щадящие, не имеющие побочных явлений, прекрасно сочетающиеся с различными другими витаминами, которые мамы употребляют, то есть не противоречит укладу жизненному. То есть вы можете применять их свободно и легко. А сейчас немножко о программах. Программы, которые вам предлагаются при ОРЗ, при гриппе, при других вирусных заболеваниях, носят рекомендательный характер и ни в коем случае не говорят о том, что они не могут изменяться. Естественно, они могут изменяться. Когда вы используете слабощелочную минеральную композицию Coral Mine, если у вас есть проблемы с бронхолегочной системой, обязательно сделайте так, чтобы один пакетик был все-таки на литр фильтрованной воды. Не менее литра те, у кого проблемы по бронхолегочной системе. У кого есть такая проблема, обязательно должен помнить, что питание должно быть более щелочным. Клетчатка нужна для сорбирования. Это капуста, кабачки, тыква, оладушки из этих продуктов. Каши, проса, гречка, пшено на воде. Больше должно быть соленого, меньше сладкого. Овощные супы вегетарианские, да, борщи, винегреты, любая зелень. Лук, чеснок, перец, горчица. Ну, все продукты должны быть антибактериальные, антибактериального такого характера. Фрукты, сухофрукты. Ну, и очень полезен мед, если нет аллергии. Это о продуктах. Ну, то, что нежелательно, это картошка, это то, что дает больше слизи, мука, макароны, вермишели различные. То есть то, что дает слизь, нежелательно. Ну и мы с вами сейчас немного поговорим о том, какие напитки лучше всего. Лучше всего это чистая горячая вода с микрогидрином и гидроселем. Эта вода будет способствовать не только разжижению мокроты и выведению ее, а будет помогать нам в дальнейшем профилактировать заболевания легких. Во время еды чаще употребляйте кислые напитки. Ну и так, при ОРЗ и при гриппе Coral Mine, ассимилятор, коллоидное серебро, чеснок, кора муравьиного дерева и фитогард. Когда у вас будут проблемы дальнейшие, обязательно попробуйте такой продукт, как фитогард. Использовать его чаще можно. Даже профилактически в течение месяца попейте, если у вас есть проблемы с бронхолегочной системой. При фарингите, мы уже говорили, что фарингит – это проблема, когда локализуется процесс воспалительный в носоглотке.
Здесь Coral Mine, ассимилятор, First Food, коллоидное серебро, витамин С, микрогидрин, омега-3 60 и корень солодки. Вам всем все это хорошо видно. И дальше, пожалуйста, мы покажем вам при трахеите. Трахеит – это очень серьезное заболевание, и здесь тоже хорошо помогают такие продукты, как Coral Mine, ассимилятор, коллоидное серебро, цинк, корень солодки и тот же фитогард. И меня очень волнует проблема туберкулеза. И туберкулез сейчас, будем так говорить, активен. И поэтому лучше всего применять и коллоидное серебро, и кору муравьиного дерева. Если есть возможность, селен, кошачий коготь и новый продукт, который очень помогает иммунитету, стабилизирует иммунную систему. Это фитоверон. Жир печени акулы, лецитин, ассимилятор, корень солодки. Ну и, естественно, Coral Mine. И в заключение мне бы хотелось сказать, что ваша задача использовать натуральные продукты тогда, когда у вас ничего не болит. Тогда, когда вы еще здоровы, бодры, у вас не болит ни голова, ни горло, ни кашель, используйте их для профилактики. И таким профилактическим продуктом мне бы хотелось посоветовать вам использовать Лакс-Макс. Вы о нем незаслуженно забываете. Он является не только средством немного антигельминтным, используется для похудения и очищения. Это еще бронхоочиститель. Вы его профилактически используете, он будет хорошо вам помогать чистить бронхи. Используйте ежедневный фитонцид чеснок. Он вам будет помогать для угнетения патогенной флоры, для улучшения пищеварения, как мягкий желчегонный эффект, если есть застой желчи. Будет помогать при дисбактериозах и работе поджелудочной железы. То есть вся кровь, которая идет от кишечника, толстого кишечника, она попадает в печень. Естественно, там фильтруется. Так вот, чеснок, он будет помогать, чтобы более чистая кровь поступала в печень, чтобы меньше нагрузки на нее было. И вопрос о том, что же делать с гайморитом, потому что носоглотка, она же нос и гайморовые пазухи тоже относятся, оказывается, к бронхолегочной системе. То что сделать с ним? Так вот, гайморит – это заболевание лимфы. Будем так говорить, это грязная лимфа. Выпейте солодку горяченькую, жир печени акулы, кору муравьиного дерева, микрогидрин до 6-8 капсул и займите коленно-преклонное положение. Как говорит Ольга Алексеевна Бутакова, помойте полы, если у вас двухэтажный дом, желательно от 1 до 2 этажа. Тогда гной пойдет, не надо вам будет ничего пробивать. Почему я так вам об этом говорю? Потому что очень часто недолеченные ваши риниты в виде засушенных тоненьких пленочек остаются в гайморовых пазухах. При переохлаждении они разбухают, там поселяются прекрасно бактерии, которые вызывают гаймориты. И в заключение я вам так скажу, дышите глубоко, дышите легко, дышите хорошо, и жизнь ваша станет лучше. Дорогие друзья, я очень рада приветствовать вас в чате Telegram «Школы твоего тела», где мы будем делиться более подробными программами, отвечать на ваши вопросы. И будьте здоровы вместе с нами. Всего вам доброго. Всего доброго.